Меня зовут Светлана, я из города Оренбурга, работаю «Право каждого», социальный работник. В нашем проекте была женщина Аня, многодетная мать 4 детей. Однажды она к нам обратилась с просьбой разобраться в деле, где ее обвиняют в краже денежных средств, в краже, в которой она не совершала. И рассказывает историю о том, как в один из вечеров она была в гостях у знакомой, они вместе гуляли, выпивали, после полуночи разошлись. Через несколько часов, когда Аня уснула, ее разбудили сотрудники полиции, не объясняя причины, ее забрали в отдел, вызвали туда ПДН, и тогда уже озвучили, что она обвиняется в краже денежных средств у своей знакомой. Речь шла о 7-8 тысяч рублей. Аня под давлением сотрудников полиции дала признательные показания. Завели меня в другой кабинет, там опять начали. Сотрудник вот этот вот, опер, который оперативник. Я сидела возле двери на стульчике, он подошел ко мне, говорит, ты будешь признаваться или нет? Я в слезы говорю, ну я ничего не брала, ничего не делала. Он мне говорит, мы, говорит, сейчас вызовем, говорит, органы опеки, говорит, у тебя сейчас приедут туда, ну к деду, где тебя, говорит, заберут, а ты, говорит, поедешь на ИВС. Вот. Ну я испугалась, ничего. Взяла вот это вот все на себя. Вот. Он говорит, где деньги, которые ты взяла? Я говорю, ну как я могу, если я ничего не брала, откуда у меня деньги? В такой ситуации в отделе полиции Аня оказалась впервые. До этого она не была замечена, никогда не была в отделе полиции. Испугалась. ПДН была на стороне сотрудников, она слышала, что Аня не совершала этого преступления. Убедили Аню написать признательные показания и отправили домой. Но потом она узнала, что ее вызывают в суд. Пришла на первое заседание, позвонила социальному работнику Денису, попросила прийти, оказать ему сопровождение, поддержку. Пришла на суд, ей зачитали ее права, ей сказали, в чем она обвиняется. Потерпевшая не явилась, и суд перенесли на другой день. Ну, что могу сказать? На данный момент по делу Крюковой меня не запустили как свидетеля телефонного разговора, где потерпевшая созналась в том, что деньги она не теряла, деньги были найдены, спрятаны ей в какой-то новой блузке. Сейчас будем ждать, по крайней мере, я отсюда уходить не собираюсь, будем ждать, возможно, все-таки меня вызовут. Я внизу заявил, они знают о том, что я нахожусь здесь, и о том, что какое заявление хочу сделать. Следователь, вот знаете, обычно следователь не присутствует на уголовных делах, обычно они там раскрыли, и все, и в суд не приходит. А это очень что-то нервничает, прибежала. Потерпевшая тоже не явилась на суд, наверное, ей очень стыдно и неудобно. На следующий раз, после второго заседания, потерпевшая опять не явилась, кто-то еще не пришел на суд, заседание не состоялось, Аня пошла домой, в этот момент ей позвонила потерпевшая, мнимая потерпевшая, и сообщила о том, что денежные средства нашлись в шкафу, в вещах. Мы находились в квартире, чисто случайно я приезжал узнавать, когда можно передать вещи Анне, для которой мы собирали для детей. И где потерпевшая по телефонному звонку по громкой связи говорила, что она приносит свои извинения и готова, что она нашла деньги в кофточке в какой-то своей, в шифонере, и что она готова написать заявление и обозначить это, то, что никакой кражи не было, что она сама спрятала деньги и вот только сейчас смогла найти.
Говорит, Аня, Анюточка, прости меня, пожалуйста, я нашла деньги. Я говорю, ну матом, говорю, с ней, говорю, как ты так нашла их? Где они будут? Я, говорит, полезла в шкаф, говорит, за кофтой, и они, говорит, там лежали. Прости меня, пожалуйста, приди, я тебе напишу расписку. Приносившая извинения называется как тетя Оля, и на телефоне высветилась как тетя Оля. Анна обозначила ее как потерпевший в суде, который не является, и тетя Оля обозначила, что она готова написать заявление, чтобы Анна приехала к ней. Но когда мы поехали к потерпевшей, мы хотели взять у нее в письменном виде или в устном виде, хотя бы, чтобы она зафиксировала свои показания, что денежные средства она не теряла, и, соответственно, Аня зря дала признательные показания. Потерпевшая всяческим образом стала скрываться, стала отписываться, что ей некогда, что ее нету, дверь не открывала. Вот мы приехали к тете Оле, которая обещала Анюте расписку, у которой якобы пропали деньги. Вот она дверь не открывает, она дома. Тетя Оль, ты почему не хочешь давать ее, а? Тетя Оль, почему ты ее не хочешь давать? Ты сама же мне обещала дать ее. Когда Анна начала с ней разговаривать на эту тему, она громко начала кричать, ну, мне кажется, не совсем в адеквате она была, женщина, что ты сюда приехала, я тебе говорила никому что-то не говорить, туда-сюда, ничего я тебе писать теперь не буду. Я так понимаю, что как-то хотела она, чтобы это прошло все тихо и беззаботно для нее, наверное, вот это вот обвинение все. Было назначено 3-е заседание. Туда пришла потерпевшая, сказала судье, что действительно деньги найдены, кражи не было, готова написать расписку, дать показания, что зря клеветала человека. После услышанного судья назначила еще одно заседание, но после прокурорской проверки сотрудников полиции. Так как это дело дало резонанс, большой резонанс, Facebook, была освещена ее проблема, что она одинокая мать, проживающая в общежитии с 4 детьми, сирота, до сих пор не получила квартиру и стоит на 400 каком-то месте. Знакомая журналистка наша обратилась в администрацию. Оказалось, что квартиру уже дают на днях, уже в следующем буквально месяце дадут квартиру. Как раз хотели ей об этом сообщить. 2 сентября Аня получила квартиру. Ключи от квартиры в 36 квадратных метров. Мы ездили вместе. Аня рада. Ну, радость, конечно, это хорошая новость, что дают квартиру, но с 4 детьми в 36 квадратных метрах не совсем будет удобно. Мы надеемся, что в процессе проживания в однокомнатной квартире Аню позовут на вручение 3-комнатной квартиры, так как она многодетная мать, сирота, имеющая на это полное право. Будем писать, молчать не будем. Надеемся на продолжение нашей истории с красивым хэппи-эндом. Что нужно сделать, чтобы ваши права не нарушались? Важно уметь грамотно защищать свои права. Зная их, можно добиться соблюдения закона представителями власти. Нужно громко заявлять об этом там, где это можно. Нужно привлекать внимание общественности, международных сообществ и людей, принимающих решения. И это порой страшно, но молчать еще страшнее.